Сколько зэков воюют за Украину? Венгрия и Словакия заблокировали военную помощь, а Песков угрожает местью евродипломатии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Почему не удалось запретить РПЦ в Украине? Почему народные депутаты против этого? И кто сорвал заседание Верховной Рады? Скажем так, он назревает. Решать его однозначно нужно. Вопрос, что продемонстрируют парламентарии. Какой сценарий для переговоров и окончания войны одобряют украинцы? Директор секретной службы США признает провал, но не уходит в отставку. Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля является самым значительным оперативным провалом секретной службы за последние десятилетия. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Это помогает нам и нашему, и вашему развитию. Поехали. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за продолжение военного положения и мобилизации в 12-й раз еще на 3 месяца, а потом заблокировали трибуну с требованием поставить на голосование законопроект о запрете Русской Православной Церкви в Украине, РПЦ, точнее УПЦ Московского Патриархата, Украинская Православная Церковь. Но в парламенте решили дальше просто не продолжать заседание и в следующий раз собраться уже в августе. Законопроект по какой-то причине не включили в повестку дня, депутаты 2 политических сил проголосовали против этого. Остальные решили заблокировать трибуну. А мы спросили у украинского политолога Александры Ришмедиловой, почему депутаты могли не проголосовать и вообще время ли для таких решений. Я убеждена, что когда мы видим блокирование трибуны, блокирование работы парламента, это негативная практика. Слава богу, она в войну минимизирована, но случаются моменты. Хотелось бы видеть консенсус и объединение парламентариев. Если мы говорили о мире, то, допустим, в преддверии саммита мира парламент продемонстрировал единение, когда проголосовал постановление обращения ко всем парламентам и организациям мировым для того, чтобы поддержали украинскую формулу мира. И тогда президент, направляясь на саммит, имел за спиной поддержку очень широкой палитры голосов. А относительно церкви, конечно, вопрос деликатный и вопрос очень такой щепетильный, но я думаю, что если этот вопрос поставить на паузу работы Верховной Рады, это пагубная практика. Во всех инстанциях, где присутствовали, скажем так, враги-коллаборанты, там точно нужно делать чистки, персональная ответственность каждого за содеянное в войну должна быть. По вопросу своевременности, скажем так, он назревает, решать его однозначно нужно. Вопрос, что продемонстрируют парламентарии. Ведь парламентарии, когда их избирали, этот созыв говорил, что они будут эталонными представителями строения общества. В украинской армии воюют порядка 4000 заключенных, говорит секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Роман Костенко. 3800 заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение, но среди них уже есть и раненые, и погибшие. Кроме того, Костенко говорит, что сейчас поток желающих из зон уменьшился из-за того, что все, кто хотел, скорее всего, уже поступили на службу. Украинцы в целом не против переговоров, но только не на условиях потери территорий и отказа от вступления в НАТО. Таковы результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Они предложили респондентам 3 варианта, 3 пакета условий. Пакет номер 1. Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными территориями сейчас. Украина отказывается от вступления в НАТО и становится членом ЕС, получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления. Этот вариант оказался неприемлемым для более чем половины опрошенных. Пакет номер 2. Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями 4 областей и Крымом. Украина становится членом НАТО и имеет настоящие гарантии безопасности, становится членом ЕС и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления. Этот вариант получил 38% оценок категорически против. Пакет номер 3.
Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крымом. Украина возвращает контроль над Запорожской и Херсонской областями в полных их пределах. Украина становится членом НАТО и имеет настоящие гарантии безопасности, становится членом ЕС, получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления. Такой вариант воспринимается лучше всего, категорически против тут 33%, и это самое меньшее количество. Мы попросили прокомментировать это исследование политолога Александру Иришмедилову. Очень сложно судить по одному социологическому исследованию о общих настроениях украинцев. Но да, свежие показатели показывают, что более 30% украинцев готовы к территориальным уступкам, и более 50 с небольшим процентов категорически не готовы. Вопрос в другом, что выйти на границы 91 года – это задача не просто со звездочкой, а с повышенной сложностью. И будет ли Украина воевать до тех пор, пока достигнут именно эти условия? Вопрос открытый и дискуссионный. Я думаю, что пока каких-то дебатов внутри политической общественности мы не наблюдаем. Если мы говорим про разговоры общественности, важно, чтобы или настроение общественности, важно, чтобы не было допущено определенного, скажем так, надрыва, и не только связано с военными, чтобы не казалось, что будет не просто очень сильная горечь разочарования, а непонимание внутри страны, что породит большее количество конфликтов, линий разъединения. Это точно на руку уже, скажем так, врагу. Турция поможет восстановить украинскую энергосистему. Об этом отчиталось Украинское министерство энергетики. Кроме поставок необходимого оборудования, в самом процессе, скорее всего, будут участвовать и турецкие компании. Важной задачей является проведение ремонтов и восстановление энергообъектов, где это возможно, а также повышение энергонезависимости украинцев через развитие распределенной генерации. И мы с радостью приветствуем участие турецких компаний в этом важном процессе. Если все это будет происходить физически на земле и турецкий бизнес приедет в Украину, то как гарантировать им безопасность от обстрелов? Надеюсь, скоро мы это выясним. Венгрия выдвинула ультиматум Украине. Там решили заблокировать помощь, пока Киев не разблокирует транзит российской нефти. Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиардов евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиардов евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация. И Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти Лукойла через Украину. К делу подключилась Словакия, которая тоже требует разблокировать транзит, ссылаясь на собственную энергетическую безопасность. На европейском уровне достигнут переходный период для Словнафт, и премьер-министр Фица интенсивно общается с украинской стороной, чтобы обеспечить соблюдение этого переходного периода, поскольку для Словнафт это огромные потери. Здесь получается, что некоторые санкции оказывают более негативное влияние на государства-члены, чем на Россию, потому что в случае с нефтью Россия сможет найти альтернативные маршруты, однако у Словнафт возникнут очень большие проблемы, потому что у нее нет времени перерабатывать что-либо, кроме нефти Уралс. Вместе с Венгрией и Словакией активизировалась и Российская Федерация. Песков ответил на обещание Жозепа Борреля направить первый транш доходов от российских активов на закупку оружия для Украины. Так или иначе, ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно. Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права,
это попрание права собственности и так далее. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо жаловался своему украинскому коллеге на то, что Украина ввела санкции против Лукойла, и теперь Словакия не получит необходимого количества нефти. Директор секретной службы США признает свою ошибку с покушением на Трампа, но отказывается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны обеих партий. Об этом она говорит на слушаниях в Конгрессе. Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля является самым значительным оперативным провалом секретной службы за последние десятилетия, и я не забываю о нем и его семье. Главная миссия секретной службы — защищать лидеров нашей страны. 13 июля мы потерпели неудачу. Как директор секретной службы Соединенных Штатов, я беру на себя полную ответственность за любые нарушения безопасности нашего агентства. Мы полностью сотрудничаем с ведущимся расследованием. Мы должны выяснить, что произошло, и я переверну небо и землю, чтобы инцидент, подобный тому, что произошел 13 июля, больше не повторился. Первое слушание – первый этап контроля Конгресса за расследованием попытки покушения на Дональда Трампа. В среду директор ФБР Кристофер Рэй выступит перед юридическим комитетом Палаты представителей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также должен представить двухпартийную рабочую группу, которая будет координировать расследование Палаты представителей. Хочу вам напомнить, что на нашем канале появляется много интересных видео, не только новости интересны там, вот, к примеру, расследование про Марию Захарову, публичное дело. Поэтому подписывайтесь, заходите, смотрите, ставьте лайки, не сдерживайте себя. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому тоже не сдерживайте себя в этом. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это непременно очень важно. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.